Всем привет! В этом видео покажу вам несколько причин, самых распространенных и часто которые встречаются, и как их устранить на мотокосе, когда ваша мотокоса, триммер совсем не заводится или схватывает двигатель, но обратно глохнет. Значит, чтобы мотокоса работала бы прекрасно, для нее нужно три основные элемента. Значит, должна быть хорошая искра, хорошая подача топлива, воздуха и компрессия. Так вот, это основные причины. Вот здесь мы и будем искать причину. Теперь выкручиваю свечу и смотрю, как она выглядит визуально. Как видим, на свече хороший зазорчик, свеча сухая. Если есть присутствие масла на свечке, какой-то грязи, вытираем все и выжигаем на комфортке газовый. И тогда можно дальше еще пользоваться этой свечкой. А теперь проверим, есть ли искра вообще. Значит, берем ключик, упираем в корпус цилиндра и включаем зажигание и дергаем стартером. Искра присутствует, не знаю, или на камеру видно, но она есть, но она как-то немножко с перебоями. Я уже, когда дергал стартером, пробовал заводить, чувствовал, что есть отдача на руку от стартера. И мне сразу уже говорит о том, что на данной мотокосе сбившись зазор, так сказать, угол зажигания между катушкой и магнитом на диске. За маленький зазор, так как получается раннее зажигание. Надо немножко его увеличить. Значит, теперь сделаем такую еще проверочку. Теперь берем шприц, 10-20 грамм бензина и заливаем под свечу. Залили, вкручиваем свечку. Пробуем заводить. Двигатель не заводится, хотя должен, так как мы напрямую подлили бензинчик прямо в камеру сгорания. Значит, скорее всего, проблема таится именно в этом зазоре между катушкой зажигания и магнитом на диске. Итак, снял я защитные кожухи из пластика, и вот, как видим, находится магнитный диск, так сказать, ротор, и вот сама катушка зажигания. Так вот, этот зазор можно выставить при помощи вот таких щупов. Просто берешь, ищешь лепесток, который 0,25 мм, ставишь между магнитом и катушкой-сердечником и зажимаешь болтики. Вот и будет выставлен угол зажигания, так сказать, 0,25 мм. У кого нету такого комплектика, берешь обыкновенную бутылочку, можно от Кока-Колы, и вырезаешь кусочек пластика. Вот я вырезал. Вот эта толщина пластика как раз и есть 0,25 мм. Ну что, пробуем выставить. Как видим, катушка наша болтается. Теперь выставляем катушку напротив магнита. Вставляем кусочек пластика между магнитом и сердечником катушки, прижимаем, затягиваем болтики, затянули, вытаскиваем наш кусочек пластика. Вот и все. Выставлен зазорчик 0,25 мм, и это будет золотая серединка. Если в этом проблема, наша мотокоса будет работать прекрасно. Ну что, пробуем заводить. Как видим, прекрасно наш двигатель заводится. Вообще с полоборота аж сам удивился. Люкс, значит, у меня таилась неисправность вот именно в зазоре. Ну, это у меня, значит, таилась здесь неисправность. А если у кого-то эти процедуры проделали и все равно не заводится, значит, дальше ищем причину, подается ли бензин. Если бензин не подается,
берем карбюратор. И как видим, карбюратор состоит из трех частей. Верхняя часть большая, и средняя часть, и нижняя часть. Вся проблема может таиться теперь в средней части. Разбираем карбюратор, выкручиваем вот эти 4 болтика и смотрим среднюю часть. Итак, выкрутили 4 болтика, снимаем все осторожно и внимательно и берем среднюю часть. Вот как она выглядит. В средней части есть два вот такие латуневые пипсика, так сказать. Это два клапанки. Этот клапан автоматический, этот управляется клапан при помощи вот этого пипсика, вот так. Когда его вот так присасывает, нажимает, клапанок открытый и должен идти в эту сторону воздух, если продувать. Тот клапан, вот этот, наоборот, пропускает воздух в эту сторону, а в ту нет. Но это имею в виду воздух, как проверять будем. А будем проверять при помощи шланга. Шланг должен быть вот такой диаметра примерно как и эти клапанки. И должен быть резиновый, вот такой мягкий, чтобы плотненько прилегал бы. Надеваем на клапанок вот этот. И теперь будем дуть в клапан. Как видим, не пропускает воздух. Теперь делаем так. Нажимаем вот эту вот. Как нажали этот пипсик, как видим, воздух идет. Значит, клапан не закисший, все в порядке. Этот клапанок так просто не продуешь, так как с этой стороны невозможно подсунуть шланг. То мы будем прикладывать шланг плотненько и то всасывать, то выдувать воздух. И как видим, в эту сторону он пропускает воздух, ту нет. Значит, не закисший, и он рабочий. Если этот клапан закисший, откручиваешь вот этот болтик, снимаешь вот эту металлическую детальку, только очень аккуратно и внимательно. И немножко вот таким примерно прутиком разрабатываешь этот клапан туда-сюда с двух сторон. Вот и все. А вот этот просто продуваешь, и он должен уже работать. Бывает такое, что оба клапана рабочие, но зависает вот этот рычажок. Например, его присасывает, и он зависает вот в таком положении. Получается, тот клапан всегда открытый. Видите? Вот завис. Оп. Вот именно в этом карбюраторе у меня и есть эта проблема. Зависает этот рычажок. И ничего уже не сделаешь. Что хочешь, что делай, он все равно зависает. Ну а дальше, если вы убедились, что в карбюраторе все в порядке и подается бензин нормально, это может быть подсос воздуха. Причина в герметичности. Самое часто воздух подсасывает вот в этом месте, вот прокладочка, и здесь прокладочка есть. Между этим вот кронштейном. От цилиндра и от карбюратора стороны. Потом воздух может подсасывать еще между головкой цилиндра и корпусом коленвала. И третье место, где может подсасывать воздух, это сальники с двух сторон на коленвале. Если воздух будет подсасывать через эти места, мотокоса заводиться не будет. Вы скажете, а при чем тут сальники? Да, если бы был бы этот двигатель четырехтактный, сальники никакой бы роли здесь не играли. Хоть и сальники были бы не герметичные, все равно двигатель работал бы. Но здесь, так как двигатель двухтактный, здесь должна быть по-любому герметичная кривошипная камера. Так сказать, картер. Никакого не должно быть подсоса воздуха. Это три основные причины, когда не заводится мотокоса. Ну да, бывает в некоторых случаях забивается сам глушитель, тогда тоже не заводится. Тоже надо на это обратить внимание. Ну как-то так. Может, кому-то будет эта информация полезной. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.